Всем привет! На улице дождь, а мы начинаем читать сегодня новую книгу «Трагический январь». Книга Леонида Млечина «Президент Токаев и извлечение уроков». Как сказал GPT-чат, во все, что написал автор, лучше не верить, но автор хороший, старается подходить к написанию книг очень хорошо, поэтому слушайте, делайте выводы, комментируйте, если хотите. Леонид Млечин. Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков. Почему за трагическими январскими событиями 22 года в Казахстане с волнением следили во всем мире, и прежде всего в ближайшие соседи – Россия и Китай? Экономически успешная и богатая нефтью страна – опора политической и экономической стабильности в стратегически важном, но взрывоопасном регионе. Казахстан – самое крупное государство в Центральной Азии, а на постсоветском пространстве второе по территории и третье по численности населения. В те дни судьба страны зависела от одного человека – от президента Касыма-Жомарта Токаева. То есть, кто все это затеял, исходили из того, что президент даст слабину, испугается, а может быть и уедет из страны, и сильно в нем ошиблись. Он не мог покинуть свою страну и сделал все, чтобы ее спасти. Недовольство, вызванное ростом цен на топливо, неожиданно переросло в масштабный политический протест, а затем в террористические акции, в антигосударственный заговор. Но до сих пор многое непонятно. О том, что же приключилось в январе 22 года, и о сегодняшнем Казахстане, который России сосед, партнер и союзник, рассказывает новая книга Леонида Млечина, побывавшего на месте событий. Также эта книга, как и все остальные, участвует в розыгрыше за лучший комментарий. Поэтому пишите, комментируйте, если что, я вам ее постараюсь завести. И, как обычно, по вот этому QR-коду вы можете отправить донат на Каспи, либо по ссылке в описании на любую другую книгу, мы ее купим и почитаем вместе с вами. Всем приятного просмотра и прослушивания. Всем привет! Сегодня у нас, скорее всего, будет очень интересная глава. Глава 12, части 2. Уроки площади Тяньаньмэнь. Стрелять или не стрелять? На время командировки Касым-Жомарта Токаева в Пекин пришлись трагические события, проходившие на площади Тяньаньмэнь, площадь Небесного Согласия. В оценке этих событий разошлись решительно все, и профессиональные синологи, и политики. И дело не в том, чтобы вынести вердикт, правы были китайские власти или нет. Речь шла о выборе модели поведения в подобного рода ситуациях. И, конечно же, Касым-Жомарт Токаев, который находился в самом центре событий, извлек для себя важные уроки. Несколько лет назад я участвовал в популярном телепроекте, о котором много говорили и писали. Часовое ток-шоу на исторические темы, в том числе обсуждали и Тяньаньмэнь. Я пригласил самых ярких и уважаемых ученых, экономистов, политологов и, разумеется, синологов. Спрашивал, постигла бы Китай катастрофа, если бы собравшихся весной 1989 года на Тяньаньмэнь студентов не стали разгонять, и получал прямо противоположные ответы. Первый вариант. Все было бы хорошо. Кровавое подавление студентов затормозило те объективные процессы, которые в Китае происходили, это очевидно. Это была нервная, истерическая реакция китайских стариков на выступления молодежи. Просто ситуация стала усложняться, а у стариков не хватило мудрости вести себя гибко. Второй вариант. Страна просто бы распалась. Те, кто находился у власти, испугались, что страна развалится. И я с ними согласен. В Китае той поры даже мягкий вариант привел бы к полному развалу. Уступки студентам на площади Тяньаньмэнь погрузили бы Китай в хаос. И, разумеется, не было бы никаких нынешних успехов. Сейчас звучат и иные оценки. Эйфория 1989 года помешала правильно осознать происходящее. В мире праздновали крах коммунистического режима в Центральной и Восточной Европе и недооценивали значение его выживания в Китае. Восстание в румынском городе Тимишоаре, с чего началось падение Николая Чаушеску, казалось важнее событий на площади Тяньаньмэнь, а ведь тогда стало ясно, кто и как управляет страной. Так что тогда увидел в Пекине Касым-Жомарт Токаев?
После смерти Мао Цзэдуна в 1976 году произошли огромные перемены, и не только в экономике. Новый генеральный секретарь ЦК КПК Ху Яобан был открытым человеком, способным слушать и воспринимать другие мнения, не позволял себе топтать подчиненных. С ним можно было не соглашаться и даже спорить, но Ху нажил немало врагов, проводя кампанию борьбы против коррупции, да еще и рассорился с военными, предлагая сократить численность вооруженных сил и непосильные оборонные расходы. Ху запретил аппарату ЦК вмешиваться в дела творческих союзов. С этим старики, старшее поколение партийных руководителей, которым категорически не нравились реформы, не смирились. А в жизни страны стали заметны студенты, которые требовали обновления и демократии. С декабря 1986 года во многих высших учебных заведениях Китая проходили студенческие демонстрации, распространялись листовки, студенты требовали политических свобод. Дэн Сяопин осудил митингующих, сказал на совещании: «Студенческие демонстрации не случайность, это результат потери контроля над буржуазной либерализацией». Иначе говоря, возложил всю ответственность на Ху Яобана и в январе 1987 года отправил его в отставку. Его сменил глава правительства Чжао Цзиян. Он стал генеральным секретарем ЦК в 68 лет. Остальным членам высшего партийного руководства было много больше. Старейшины согласились с его кандидатурой, полагая, что он сосредоточится на экономике. Однако новый генсек сразу обозначил свою позицию по всем принципиальным вопросам. Заявил, что борьба с буржуазной либерализацией не должна препятствовать развитию производительных сил, реформ, открытости и творческой работе интеллигенции. В советском посольстве старались узнать о нем побольше. Чжао был волевым человеком. Он пристрастился к сигаретам в юные годы, но нашел в себе силы бросить курить накануне назначения премьер-министром. Однако не отказался от выпивки. В компании легко выпивал 6 порций крепкой водки Маотай. На Чжао произвело сильное впечатление увиденное за границей. Он побывал в Греции, Швейцарии, Франции и Англии и поразился уровню развития сельского хозяйства и процветанию крестьян. Чжао увидел, что нет нужды в огромных хозяйствах, большие урожаи собирают на семейных фермах, и стал поощрять семейный подряд. Чжао понял, что пора перестать командовать крестьянами, пусть они выращивают то, что приносит больший доход. Это быстро принесло успех. Отказ от народных коммун, созданных Мао, освободил 800 миллионов китайских крестьян. Энергия деревни казалась фантастической, никто не ожидал от нее такого рывка. Такие же реформы Чжао произвел в промышленности. Потребовались перемены в психологии. За годы маоистского социализма предприятия отвыкли отвечать за убытки и получать прибыль. Если они что-то зарабатывали, у них отбирали. Если работали в убыток, не наказывали. Понадобились иностранные займы на закупку оборудования, чтобы развивать свое производство. Откуда их взять? Иностранные компании не спешили приходить в Китай. Им нужна была развитая инфраструктура – дороги, вода, электричество, а чтобы ее создать, требовалось солидные вложения. Один из гонконгских миллионеров объяснил Чжао: «Если у вас есть земля, вы можете заработать много денег. Все очень просто. Местные власти дают землю в аренду, что само по себе приносит деньги в бюджет, а получившая право на землю компания превращает пустырь в обитаемый район. Только со стороны кажется, что у китайцев все пошло как по маслу. На самом деле борьба за реформу была долгой. Идея импорта, закупок за границей воспринималась в штыки. Все должны делать сами. Стыдно покупать у буржуев». Чжао воспользовался тем, что многие развитые страны переводили производство в развивающиеся государства. Так поступали Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг. Прибрежные провинции Китая предложили свои услуги, и здесь стали размещать современные производства разные иностранные компании. Сотни миллионов жителей прибрежных провинций смогли выйти на мировой рынок и смело на нем конкурировали. Чжао Цзиян сказал на 13-м партийном съезде в 1987 году: «Государство регулирует рынок, а рынок управляет предприятиями». Чжао запретил министерствам и ведомствам вмешиваться в дела предприятий. Он хотел, чтобы руководители предприятия полностью отвечали за свою работу и были заинтересованы в успехе. Но даже успешная политика имеет свою цену. Переход к рынку привел к расцвету коррупции. Власть принадлежала партийным и государственным чиновникам, которые хотели получить свою долю от развития частного бизнеса.
Джао считал, что бороться с коррупцией надо путем развития политической и юридической системы, и обнаружил, что партийные теоретики ему постоянно мешают, ставят палки в колеса, подрывают то, что он делает. Он стал очищать аппарат от догматиков, распустил целое подразделение в аппарате ЦК, закрыл центральный теоретический орган партии, журнал Хунцы, Красный флаг. Аппарат сопротивлялся как мог. О генсеке возмущенно говорили, что он еще больше Ху Яобан, чем сам Ху Яобан. Жаловались на него Дэну. В хозяйственных делах Дэн Сяопин был непреклонен. Говорил, китайская экономика создавалась по советской модели, но если русские сами от нее отказались, зачем китайцам-то за нее держаться? Что касается роли государства, то экономику Дэн сравнил с птицей. Если слишком сильно сжимаешь ее рукой, она умрет. Если отпустишь, она улетит. Главным для Дэна была стабильность. Он смертельно боялся хаоса и ради сохранения стабильности считал диктатуру полезной. События на площади Тяньаньмэнь изменили его политику. А еще Дэн говорил, неважно какого цвета кошка, белого или черного, если она хорошо ловит мышей. Так, читаю дальше. Пожалуй, все менялось с того, что пекинская интеллигенция захотела отметить 200-летие французской декларации прав человека и гражданина. Правозащитные тексты звучали как обвинительный акт однопартийной системе. 15 апреля 1989 года скончался бывший генсек Ху Яобан. Прощание с ним превратилось в политическую демонстрацию, несогласие с официальной линией. Жестко критиковалась Компартия и сам Дэн Сяопин. Это было время, когда общество бурно реагировало на рост цен и растущую коррупцию. Ху высоко ценили. Он реабилитировал тех, кто пострадал при Мао. Он проводил реформы. И главное, он не был замешан в коррупции. Глава правительства Ли Пен требовал принять жесткие меры против кучки негодяев. Его сторону принял первый секретарь Пекинского горкома Ли Симинь. Генеральный секретарь ЦК КПК Джао Цзиян возразил: необходимо решать имеющиеся вопросы путем диалога, не обострять противоречия. 19 апреля Джао побывал у Дэн Сяопина и изложил свою точку зрения на студенческой демонстрации. Джао полагал, что сумеет постепенно убедить студентов прекратить митинги протеста и покинуть площадь. Но он уехал с визитом в КНДР. В его отсутствие премьер-министр Ли Пен и руководители столичного горкома потребовали решительных мер сначала на заседании Постоянного комитета Политбюро, затем обратились непосредственно к Дэну. Они привезли Дэну пачку материалов, в которых он жестко критиковался. Дэн был потрясен и согласился с ними, что выступления студентов носят антипартийный, антисоциалистический характер. 4 мая главную площадь китайской столицы Тяньаньмэнь заняла восставшая молодежь. Это был откровенный протест против власти. Китайские студенты требовали не только экономических, но и политических реформ. 8 мая на совещании в столичном горкоме Джао предложил бороться с коррупцией и бюрократизмом, ликвидировать систему спецобслуживания высших чиновников, разработать закон о свободе средств массовой информации, все конфликты решать путем поиска согласия. Глава правительства Ли Пен недовольно спросил: «Вы что, собираетесь придерживаться исключительно мягких методов в отношении студенческих демонстраций?» И в эти дни в Пекин приехал Михаил Сергеевич Горбачев, чтобы встретиться с патриархом китайских реформ Дэн Сяопином и нормализовать советско-китайские отношения. Встреча должна была стать исторической для обеих стран. Горбачев взял с собой большую делегацию. Много встреч, важные переговоры. Токаев, опытный синолог и знаток китайского, был на расхват. Советская делегация оказалась в Пекине в один из самых драматических моментов в истории страны. Пекинская молодежь брала пример с Советского Союза. Для студентов Горбачев был кумиром и образцом. Разочарованные нежеланием власти вступить в диалог, они решили воспользоваться приездом в Пекин советского гостя. И 13 мая, накануне его прилета, начали на площади Тяньаньмэнь коллективную голодовку. Сначала их было 200 человек, через несколько дней уже 3000. Число участников голодовки непрерывно росло. На 4-й день некоторые из них стали терять сознание. Джао боялся, что кто-то из юношей может умереть. Приехавшие освещать визит Горбачева телевизионные группы рассказывали всему миру о происходящем в Пекине. Касым-Жомарт Токаев. Китайское руководство, обеспокоенное размахом беспорядков, которые во время визита президента СССР могли выйти из-под контроля, отменило торжественную церемонию встречи советского гостя на центральной площади Тяньаньмэнь.
Программа визита была скомкана. Советского руководителя поприветствовали в аэропорту, после чего в сопровождении усиленного эскорта сопровождающих лиц доставили в государственную резиденцию. Горбачев пользовался бешеным успехом среди китайской молодежи. Его идеализировали, считали чуть ли не мессией, принесшим идеалы свободы и демократии и указывающим путь к процветанию и справедливости. На упаднические настроения китайской интеллигенции в отношении перспектив развития своей страны сильно повлияла советская перестройка с ее идеями гласности, свободы и плюрализма. На пути кортежа автомобилей с советской делегацией возникли огромные толпы возбужденной ликующей молодежи, которая неистово приветствовала Горбачева. Он же охотно шел на контакт с людьми, что противоречило протокольной практике и в целом китайским традициям. По его приказу машины то и дело останавливались. Горбачев вместе с Раисой Максимовной под оглушающий рев толпы выходили на прямой разговор со студентами, что, конечно, сильно раздражало представителей принимающей стороны, особенно китайских чиновников. Мне довелось быть непосредственно очевидцем такой встречи Горбачева с китайской молодежью. Кортеж автомобилей по завершению переговоров с Дэн Сяопином направился в государственную резиденцию. Я в качестве сопровождающего лица находился в одной машине с министром иностранных дел Эдуардом Шеварднадзе. Совершенно неожиданно весь кортеж остановился и раздался ликующий рев толпы. Стало ясно, что произошло нечто неординарное. Заметно волнуясь, Шеварднадзе обратился ко мне с сильным грузинским акцентом. «Президент вышел?» Получив утвердительный ответ, министр буквально вывалился из машины и бегом направился в сторону возбужденных людей, радостно приветствующих Горбачева. Признаться, такой прыти от Шеварднадзе, к тому времени разменявшего седьмой десяток лет, я никак не ожидал. Горбачев и его супруга с большим удовольствием общались с китайскими студентами, расспрашивали их о житье-бытие, говорили о перестройке демократии, желали успехов. Студенты же просто молели от восторга, ведь они не то что лицезрели, но даже разговаривали со своим идолом. Протиснувшись через плотное заграждение охранников в ликующую толпу молодежи, Шеварднадзе приблизился к Горбачеву и стал уговаривать его вернуться в машину. Тот с явной неохотой подчинился настойчивым уговорам своего министра, после чего кортеж продолжил путь в резиденцию. Студенты всячески заманивали к себе Горбачева, просили его выступить перед ними на площади Тяньаньмэнь, гарантируя порядок и безопасность. Официальные власти были, разумеется, против. Окружение Михаила Сергеевича тоже не советовало ему этого делать. Если бы Горбачев поддержал восставших пекинских студентов, это принесло бы ему уважение всех правозащитных организаций в мире. Но межгосударственные отношения с Китаем были бы испорчены надолго. Сразу после отъезда Горбачева в некоторых районах Пекина ввели военное положение. Вот как развивались события. 16 мая Горбачева принял Дэн Сяопин. Это было историческое событие. Разговор с Дэном сам по себе дорогого стоил. Токаев. Китайско-советская встреча состоялась 16 мая 1989 года в здании Всекитайского собрания народных представителей. Пожимая руку Михаилу Горбачеву, Дэн Сяопин сказал: «Мы должны закрыть прошлое, открыть будущее». Эта простая фраза ознаменовала начало пути к нормализации отношений между двумя социалистическими державами, вступившими на путь реформ. Мне довелось быть участником этой исторической встречи в Верхах. По поручению руководства МИД я отвечал за стенографическое оформление переговоров, поскольку в такого рода мероприятиях пользоваться диктофонами категорически запрещено, поэтому хорошо запомнил состав участников саммита. С советской стороны, помимо самого президента, на нем присутствовали члены Политбюро Александр Яковлев и Эдуард Шеварднадзе, председатель Госплана Юрий Масляков, министр здравоохранения Евгений Чазов, заместитель министра иностранных дел Игорь Рогачев. Да. Бумагу? Сейчас дам. Такая бумага тебе пойдет? Держи. Министр здравоохранения Евгений Чазов, заместитель министра иностранных дел Игорь Рогачев, посол Олег Троиновский и Евгений Примаков. Китайская сторона была представлена менее внушительно, так как премьер-министр и другие официальные лица были заняты умиротворением студентов, возбужденных прибытием в Пекин отца перестройки. Но присутствие Дэн Сяопина делало это обстоятельство малозначительным. Он в основном и говорил, оставив разговорчивого Горбачева в непривычной для него роли слушателя. Это был монолог мудрого человека.
много видевшего в своей сложной и бурной жизни. Вспоминая свою полемику с Микояном и Сусловым, он сказал главе супердержавы: «Вы, наверное, в то время на комбайне работали?» На эту ироничную фразу Горбачев выдавил из себя: «Но мы уже в то время интересовались политикой». Смысл высказываний Дэн Сяопина сводился к тому, что Китай испокон веков был объектом угнетения, дискриминации и третирования со стороны иностранных держав, в том числе России. Затем ее политику взял на вооружение Советский Союз. Китай готов нормализовать отношения с ним на условиях равноправия. Старые времена должны уйти в безвозвратное прошлое. Дэн Сяопин плохо понимал советского переводчика и поэтому полагался на помощь китайского дипломата Гунь Цзяньвэя, блестяще владеющего русским языком и отличавшегося хорошей внятной дикцией. Но в какие-то моменты он обращался и к своей дочери, которая четко выговаривала ключевые фразы на правое ухо, так как Дэн Сяопин имел трудности со слухом. Это позволило советскому министру здравоохранения вынести вердикт на основе визуального наблюдения. Китайский лидер чувствует себя плохо и больше года не протянет. Дэн Сяопин умер в феврале 1997 года, спустя 8 лет после встречи с Горбачевым. Советский президент был сильно раздражен содержанием беседы с Дэн Сяопином. После переговоров он в кругу сопровождавших его лиц бросил фразу: «Этот старик порядком надоел мне своими поучениями». Нам же, профессиональным китаеведам, было хорошо известно, что старик не считал Горбачева равным себе государственным деятелем, а рассматривал его как легковесного и неподходящего для руководства такой крупной державой, как СССР. На прямой вопрос президента: «Что думаешь, Женя?», Примаков ответил в том духе, что состоявшаяся встреча была исторической, повторной, поворотной, но ее итоги требуют тщательного осмысления. Одно ясно: Китай готов к нормальным отношениям с СССР, и это создает новую ситуацию в мировой геополитике. Горбачев одобрительно кивнул и поручил послу Трояновского подготовить информацию об откликах в КНР на его визит и о реакции США на данное событие. Шеварднадзе тут же сообщил президенту, что уже дал поручение посольству в Вашингтоне, и оно отчитается буквально через пару часов. Тогда Токаев познакомился с Примаковым. Пройдут годы, и они станут министрами иностранных дел своих стран. Касым-Жомарт Токаев. В Пекине Евгений Максимович Примаков в качестве директора Института мировой экономики и международных отношений проводил консультации с руководителями ведущих научно-исследовательских центров в преддверии китайско-советского саммита. В какой-то мере это была разведывательная миссия, имевшая целью сбор информации о подходах Пекина к перспективам двухсторонних отношений. Миссия весьма актуальная, имеющая большое практическое значение, учитывая напряженный конфликтный характер взаимоотношений между СССР и КНР на протяжении почти 30 лет. Кремль нуждался в информации не только из дипломатического ведомства, спецслужб, но и по линии исследовательских центров. Академик Примаков отличался способностью выщелачивать наиболее ценные сведения и обобщать их в аналитических записках, пользовавшихся спросом в высшем руководстве страны. А тогда в Пекине Примаков был неприметен и скромен. Правда, дипломатам посольства бросились в глаза его близкие приятельские отношения с послом Олегом Александровичем Трояновским. Они обращались друг к другу на «ты» и подолгу засиживались в кабинете, видимо, обсуждая бурные события в Москве и ситуацию в Китае, которая тоже не отличается стабильностью. В Пекине набирало обороты студенческое движение, выступающее за либерализацию общества и гражданские свободы. Влияние перестройки перешагнуло Великую Китайскую стену. О близости Примакова к Горбачеву свидетельствовало указание президента включить академиков в состав официальной делегации на встречу с Дэн Сяопином. Мы предлагали китайской протокольной службе данную информацию, чем немало удивили местных дипломатов, так как списки участников переговоров были согласованы заранее. После недолгой дискуссии с МИД КНР этот вопрос был решен, и Примаков получил сообщение о том, что примет участие в саммите. Вечером после встречи с Горбачевым генсек ЦК КПК Чжао Цзянь собрал постоянный комитет Политбюро и предложил обратиться к студентам с просьбой прекратить голодовку. В проекте обращения были такие слова: «Патриотизм студентов вызывает восхищение. ЦК и правительство одобряют их действия». Ли Пен недовольно возразил: «Хватит с них и слов вызывает восхищение. Зачем еще добавлять, что мы одобряем их действия?» «Наша главная задача, — объяснил Чжао, — успокоить эмоции.
Большинством голосов заявление приняли, но китайское руководство раскололось. Премьер-министр Ли Пен и его единомышленники считали, что дело идет к хаосу. 17 мая у Дэна собрались члены Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. Возник вопрос о введении военного положения в столице. Джао возразил и остался в одиночестве. Ли Пен жестко критиковал генерального секретаря. Дэн подвел черту. Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, вводим войска в Пекин и объявляем военное положение. И он предупредил Ли Пена, только чтобы никто не знал, что я принял это решение. 18 мая Дэн улетел в Ухань, беседовал с военным командованием. Хотел, видимо, убедиться в том, что военные поддерживают это решение и приказ будет выполнен. Джао Цзянь подал в отставку. Я не хочу быть генеральным секретарем ЦК, который бросил армию против студентов. 19 мая утром генеральный секретарь вышел на площадь Тяньаньмэнь. Он безуспешно убеждал студентов разойтись. «Я просто пытался уговорить их прекратить голодовку», – объяснял Джао. «Они молодцы и должны беречь свои жизни. Я понимал, что хотя им симпатизирует страна, это не имеет никакого значения для кучки стариков, занимающих жесткую линию». Ли Пен подписал распоряжение правительства о введении с 10 часов утра 20 мая военного положения в ряде районов столицы. Китайское руководство нервничало и не было уверено в успехе. Военных вызвали в ЦК и приказали применять силу. Один из генералов отказался. Студенты на площади – это политическая проблема, которую следует решать путем переговоров. Пусть мне лучше отрубят голову, чем я стану преступником. Когда-то он кровью написал заявление с просьбой принять его на военную службу во время Корейской войны. Он считал неправильным отправлять регулярную армию на улицы города, чтобы разгонять студентов. Это может привести к кровопролитию, ведь в толпе невозможно отличить виноватых от невиновных и повредит репутации армии. Генерала сместили с должности, исключили из партии и арестовали. Он отсидел 4 года. Подчиненных ему офицеров заставили клеймить недавнего командира и клясться в верности партии. В партийном руководстве пошли опасливые разговоры о возможности военного переворота. Это только усилило страх перед студенческой манифестацией. Чиновники поняли, это настоящая угроза власти партии. В ночь на 2 июня войска двинулись в сторону площади. Приказ подавить контрреволюционный мятеж. Горожане отчаянно сопротивлялись, поджигали военную технику и сражались с солдатами подручными средствами. Армия взяла площадь в кольцо. В ночь на 3 июня войска открыли огонь из автоматического оружия. Применив бронетехнику, очистили площадь от студентов. Больше 200 человек погибли. Джао Цзияна лишили всех постов. Дэн пожертвовал своим ставленникам. История Джао показала, что если человек сопротивляется аппарату, то найдутся жернова, которые любого сотрут в порошок. Недавнего генерального секретаря вызвали в ЦК, где объяснили, что его делом займется группа партийных следователей. Толстенное обвинительное заключение было составлено, но никаких обвинений ему больше не предъявляли. В Пекине хотели, чтобы о нем забыли. Когда Дэн Сяопин начал реформы, Китаем в мире не могли нарадоваться. Когда армия разогнала студентов, собравшихся на площади Тяньаньмэнь, симпатий к Китаю поубавилось. Дэн не захотел войти в историю как палач Тяньаньмэня и потерять мировую славу отца реформ. Когда все считали, что Китай сдал назад и отказывается от реформ, 87-летний Дэн предпринял большую поездку по южным провинциям. Он требовал дальнейшей экономической либерализации, и начался новый этап преобразований. Но Дэн обезопасил себя от любых обвинений, называя экономические реформы продолжением революции. Вот такие выводы сделал для себя будущий президент Казахстана. Во-первых, радикальные экономические реформы приводят к очень серьезным социальным потрясениям. Второй вывод. Нужно должным образом проводить идеологическую работу, прежде всего среди молодежи, разъяснять смысл реформ. Третье. Это опасность коррупции, которая подрывает веру людей. И четвертый. Возможно, спорный вывод. Тогда китайское руководство приняло правильное решение остановить студенческие манифестации, применив силу, потому что в противном случае Китай мог бы погрузиться в пучину беспорядков, которые привели бы к тяжелейшим последствиям в этой стране. Иными словами, нынешнего Китая сейчас бы не существовало. Тогда же Касым-Жомарт Токаев познакомился с будущим председателем Китайской Народной Республики Цзянь Зэминем. Впервые мне удалось увидеть его в 1989 году в бытность руководителем Шанхая, уникального мегаполиса Китая.
В то время я был сотрудником советского посольства и в этом качестве сопровождал посла Олега Троиновского, совершавшего дипломатический визит в этот город. Тогда Шанхай по архитектурному облику и экономическому потенциалу, разумеется, был далек от нынешнего ультрасовременного города-гиганта, но тем не менее занимал важное место в экономике Китая, не говоря уже о политической жизни. Выходцы из Шанхая всегда играли заметную роль в китайской внутренней политике. Нельзя забывать, что коммунистическая партия зародилась именно в Шанхае. Наша встреча с Цзян Цзэминем состоялась незадолго до студенческих манифестаций в Пекине. Как ни странно, именно этому молодежному бунту Цзян Цзэминь обязан собственному восхождению на властный Олимп. После разгона студентов и репрессий в отношении организаторов беспорядков перед высшим руководителем Китая Дэн Сяопином, которого совершенно справедливо называют архитектором китайских реформ и творцом всех успехов этой державы, встала задача подбора достойной кандидатуры на пост генерального секретаря ЦК Компартии и председателя КНР. Надо помнить, что Китай после масштабных студенческих волнений находился на политическом перепутье. В обществе шли дискуссии о жизнеспособности социализма и эффективности руководящей роли Компартии. В интеллектуальных кругах высказывались серьезные сомнения в отношении социализма с китайской спецификой. Тем более Китаю предстояло доказать свою конкурентоспособность на фоне крупных экономических успехов Тайваня, Гонконга и государств Юго-Восточной Азии, избравших капиталистическую рыночную модель развития. Забегая вперед, важно подчеркнуть, что Китай с блеском выполнил эту задачу, удачно совместив рыночные принципы управления экономикой с социалистической моделью общественного развития. Социализм с китайской спецификой доказал свою жизнеспособность. Правда, с годами в этой концепции произошли существенные изменения. Социализма стало заметно меньше, а специфики существенно поприбавилось. Цзян Цзэминь будет руководить Китаем, когда соседний Казахстан станет самостоятельным, и от позиции Пекина многое будет зависеть. Касым-Жомарт Токаев пробыл в Пекине до августа 1991 года, ровно 6 лет. Он вернулся в Москву, когда в Советском Союзе уже происходила своего рода революция. Вот мы и прочитали очередную главу, дальше у нас будет третья часть, так что не пропускайте, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.